Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Яман Али очень рассердился после того, что сделали его братья, и в гневе покинул дом. Однако, проходя мимо дома Рюи, он вспоминает некоторые вещи и приближается. Он понимает, что преследующий его цветок лотоса – это картинка на стекле. И та же самая картина находится на подвальном окне дома. Увидев это, он сразу же пробирается в дом. Затем он начинает вспоминать, что произошло с каждым шагом, который он делает. Когда он входит, он находит комнату, в которой он был заперт, когда его похитили в детстве. В этот момент он осознает, что нашел место, где его похитили. Тем временем одна из бутылок в подвале падает, и дядя Рюи, Илькер, слышит этот звук и спускается в подвал. Тем временем Яман спрятался. Илькер же не любит приходить в эту часть дома. Потому что именно Илькер похитил Ямана, когда тот был маленьким, и поместил его сюда. Илькер уже очень нервничает по поводу приезда Ямана. Он тут же берет телефон и кому-то звонит. Услышав, как Илькер разговаривает с кем-то по телефону, Яман следует за ним. Из разговоров понятно, что человек, похитивший Ямана в детстве, тоже Сесалан. Также Шебнем в курсе этой ситуации. После того, что он услышал той ночью, Яман начинает подозревать свою мать, отца и дедушку. Он больше не хочет оставаться в одном доме со своей семьей. Затем он идет к Асе и Джесуру. Однако он встает рано утром и возвращается домой, пока его братья делают заявление по телевидению. Он делает заявление по телевидению вместе со своими братьями. Его объяснение состоит в том, чтобы вселить страх в похитителей. Его цель – найти похитителей. Все очень рады его возвращению домой. Однако, когда Аси и Джесур включают телевизор, они очень расстраиваются, когда видят, что Яман делает заявление. Мать Ямана, Неслихан, понимает, что в заявлениях Ямана есть вызов. Объяснив, Яман идет к Рюе. Шебнем открывает дверь. Тем временем Илькер и Шебнем очень обеспокоены. Яман же узнал, что к похищению причастны Шебнем и Илькер. Итак, он идет к ним домой, болтает и получает приглашение на ужин. Они выходят и начинают бродить со своими мечтами. Тем временем они встречают Алаза и Чаглу. Алаз же не может смириться с возвращением брата домой и при каждой возможности противостоит ему, прося вернуться к прежней жизни. Вот почему споры были неизбежны при каждой встрече. Когда он услышал, что сказали Алаз и Чагла в своем последнем споре, Эшреф Бей очень разозлился. Он отправляет Ямана и Руя бродить. Затем он отвозит Алаза и Чаглу в старый дом Ямана. Он забирает Аси и Джесура из этого дома и отвозит их к себе домой. Аси и Джесур счастливы и принимают все это, думая, что это сделал Яман. Алаз и Чагла не очень довольны домом, в котором они живут. Когда Алаз выходит поесть, друзья Джесура преграждают ему путь и забирают то, что на нем надето, и то, что он купил на рынке. Несмотря на то, что Алаз злится на эту ситуацию, он приходит домой прежде, чем сможет что-либо сделать. Когда он приходит домой, он кричит во все горло. Позже ночью люди Якупа стучатся в дверь, где Джесур просит работу. Когда Алаз открывает дверь, мужчины думают, что Алаз – это Чесур, и дают ему на продажу наркотики. Теперь у Алаза в руках еще один козырь. Тем временем Аси и Джесур наслаждаются бассейном в доме Ямана. Они хотят видеть Ямана с собой. Яман, эмоционально насыщенный криками Джесура, очень злится. В этой связи Аси и Джесур очень расстраиваются, рано заканчивают ночь и идут домой. Затем Рюэ приходит к Яману и очень злится. Яман просит Рюэ отвезти его в парк, где его похитили. Когда они вместе идут в парк, Яман очень расстраивается, когда не может точно вспомнить, кто его похитил. Аси и Джесур пошли домой. Сказочная ночь закончилась.
Позже той же ночью Якуб, которого Чесур встречал ранее, приходит в дом и спрашивает, продал ли он присланные наркотики. Однако люди Якуба передали наркотики Алазу, а не Чесуру. Джесур ничего не знает. Однако Якуб не слушает Джесура, бросает его в машину и похищает Есура со своими людьми. На следующий день Яман и его семья идут в дом Рюи на ужин. Цель Ямана – показать всем, что произошло за этой трапезой. Когда все садятся есть, Яман медленно начинает рассказывать о своем детстве. Пока Яман рассказывает эту историю, всем становится грустно и тревожно. Наконец, Яман говорит, что помнит, что с ним случилось, когда его похитили, когда он был ребенком. Все, особенно Илькер и Шебнем, очень нервничают. Яман, с другой стороны, говорит, что помнит все, что произошло, что очень напугало Шебнема и Илькера. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.